Приветствую всех на канале Творческий сундучок, с вами Татьяна. Я взяла основу, сшитую из джинсов, с таким швом посередине, но он не будет нам помехой, в процессе работы этот шов закроется. Размер заготовки 45 на 41. Собственно, размер может быть любой другой, какой нужен вам. Я нарезала прямоугольники различных размеров из различных тканей. Есть даже трикотаж. И сейчас эти прямоугольники я буду раскладывать по полотну. Причем те, что помельче, я буду располагать повыше. Вот каким-то таким образом я сейчас разложу по полотну, примерно вот так. Затем нахлобучиваем на эти прямоугольники треугольнички, усеченные треугольники. На самом деле все достаточно неопределенно. И в этой неопределенности просто целая куча вариантов. Разложив в одном порядке, мы можем поменять цвет, можем поменять размер, поменять форму. Мне попался вот такой треугольник, который тоже хорошо подойдет на крышу. Хвостики мы обрежем. Так, например. Фантазия не ограничена. На самом деле, кто что видит. Можем поменять расположение. Сейчас может показаться, что достаточно скучно. Хотя можно оставить и так. Но хочется лета, и я из различных тканей с зеленым рисунком вырезала вот такие лоскутики, подобие кроны. Шелковые ткани я укрепила дублерином. И эти зеленые лоскутики я расположила между домиками. При этом домики где-то я сдвигала, где-то наоборот раздвигала пошире. Из вельвета подходящего цвета я вырезала вот такие полоски, и это будут предполагаемые стволы. Также я добавлю тонкие полоски, примерно вот таким образом. И при стежке я могу добавить еще какие-то строчки. Для окошек в домиках я давно открыла для себя очень удобный способ использовать клеевой дублерин. Вот такой плотненький можно использовать. Раньше именно таким я пользовалась. И сегодня я использую вот такой тонкий. Я беру совсем небольшие кусочки, которые не выбрасываю. Например, вот из этого обрезка можно вырезать 5 или 6 прямоугольничков для окошек. И затем раскладываю эти прямоугольники на домик и приклеиваю с помощью горячего утюга. А вот такие цветные окошечки я приклеиваю с помощью клеевой паутинки. Я беру совсем маленький кусочек, подкладываю под прямоугольничек и тоже приклеиваю с помощью горячего утюга. И теперь уже я совсем не беспокоюсь, что что-то сдвинется. Затем я закрепляю все швом зигзаг, отстрачиваю по контуру. Раньше я все пристрачивала сразу к основе, в том числе и окошечки, а затем решила, что ведь можно оформить каждый домик отдельно, и это будет намного удобнее при работе с машинкой. Что, собственно, с некоторыми домиками я и сделала. Можно и сразу и крышу пристрочить. Первоначальный рисунок я изменила, и практически картинку собрала, за исключением отдельных мелких деталей. Все элементы я закрепила, подложив кусочки клеевой паутинки под каждый лоскут. Для этой цели можно воспользоваться также канцелярским клеем-карандаш. И теперь я закреплю еще дополнительно булавочками. И все полотно под машинку. Буду отстрачивать все элементы
мелким швом зигзаг. Все элементы отстрочила по контуру деталей, в том числе и мелкие детали. Кое-где применила прямую строчку. Также прямую строчку я проложила поверх аппликации, а это именно аппликация. Вот здесь, например, этих строчек совсем не видно, тем не менее они есть. Размеры домиков не маленькие, поэтому эта строчка, в общем, нужна. Также я закрепила кроны деревьев. Здесь это вот мелким зигзагом закрепилось вместе с сучками. Заготовка закончена. Конечно, можно добавить еще что-то, но не хочется утяжелять лишними элементами. Для моей задумки этого достаточно. А что это будет, скорее всего, покажу в следующем видео. И чтобы не пропустить его, нажмите на колокольчик, а также подписывайтесь на канал, если не подписаны. Ставьте лайки и пишите комментарии, это поддержит развитие канала. Я с вами на этом прощаюсь. До скорой встречи!